Всем привет! Сегодня мы хотим поделиться с вами процессом создания образа Леди Гаги. В центре этого образа платье оригами, или, как его еще иногда называют, Crystal Dress. Из материалов и инструментов вам понадобится фетр, бумага для шаблонов кристаллов, кусочек мыла для нанесения кристаллов на фетр, ножницы, клеевой пистолет, акриловая краска, перчатки для покраски, кисточка для нанесения краски, швейная машинка, ну и, конечно, ткань для пошива непосредственно платья. Для изготовления кристаллов мы взяли фетр толщиной примерно 3-4 мм. Начинаем с подготовки 4 бумажных шаблонов для кристаллов разных размеров. По этим шаблонам мы будем вырезать заготовки для кристаллов. Для этого прикладываем их к фетру, обводим и вырезаем. Располагаем шаблоны таким образом, чтобы как можно более экономно расходовать фетр. В результате получаем кристаллы разных размеров в следующем количестве: 2 больших, 7 средних, 11 маленьких и 9 совсем маленьких. Далее наша задача загладить грани кристаллов утюгом. Хотя ничего страшного, если вы пропустите этот этап, так как грани также нужно будет прострочить на швейной машинке. На швейной машинке прокладываем строчку по ранее намеченным линиям сгиба. Это необходимо, чтобы придать кристаллам правильную форму и добиться легкого сгибания граней. На следующем этапе вам понадобится клеевой пистолет. С его помощью проклеиваем все грани кристалла. После того, как все грани проклеены, берем акриловую краску и с помощью кисточки окрашиваем каждую грань. Краска имеет густую консистенцию. Для нас это плюс, так как нанесение будет более плотное, а это именно то, что нам нужно. Когда кристаллы уже готовы, приступаем к пошиву основы, на которую будем их крепить. Это может быть платье или юбка с топом. Мы решили остановиться именно на топе и юбке. Конструкцию мы продумали таким образом, чтобы она состояла из основы юбки и накладки на нее, так называемого фартука на липучке. Именно на него мы будем крепить кристаллы. Таким образом, можно будет снять увесистый фартук с кристаллами, и при этом на вас останется только юбка. Это решение было сделано для удобства.
Итак, моделируем фартук, планируя расположение кристаллов на нем. Изначально крепить кристаллы на так называемый фартук мы планировали с помощью клеевого пистолета. Однако в процессе мы поняли, что это не лучшее инженерное решение. Кристаллы, конечно, держались, но когда клей высыхал, под тяжестью они очень медленно, но уверенно отклеивались. Кусочки ткани оставались на кристаллах. От него мы избавлялись с помощью подогревания горячим воздухом, самым обычным феном. В результате было принято решение крепить кристаллы к фартуку более надежным методом, а именно пришивать их нитками за уголки и закреплять эти места пуговицами на обратной стороне. Конечно, это кропотливый труд. Но таким образом мы были уверены на все 100, что кристаллы не отпадут до конца вечеринки. Кроме того, костюм также состоит из аксессуара на голову, украшений из кристаллов на плечо и талию. Украшение на голову с помощью клеевого пистолета крепится на фетровую основу, которая в свою очередь крепится на обруч. Подобным образом выполнены и остальные украшения на талию и на плечо. Кристаллы крепятся на фетровую основу, а фетр с кристаллами в свою очередь крепится на топ. Чтобы дополнить образ, мы также приобрели белокурый парик и черные перчатки. Как думаете, наш образ похож на оригинальный лук Леди Гаги? Делитесь своим мнением в комментариях.